Ой, я не забыла включить здесь. Всем привет, кто заходит. Привет! Всем приветы! Всем привет! Пока я достаю. Ой, задушила. Вот это я шустрая. Пока я достаю карты, зажигаю свечку. Заходите. Заходите. Свечка зажгла. Я буду пока карты доставать. Кому нужны подсказки, пишите слово подсказка. Сейчас я в чат напишу. Написала. Так что заходите. Я пока достаю карты из мешочков. Пока карты из мешочков достану, вы как раз придете. Здравствуйте, да. Дар. Горень. Ой, я достала еще маленькие. Зачем я их достала? Вот эти вот я с собой ношу. Они маленькие, в маленьком мешочке. Ношу с собой. Они очень маленькие. Почему-то я их тоже взяла. Сегодня 5 колод. Можно подсказку попросить на 5 колодах. Вот. Так что ставьте лайк и пишите подсказка. Будем смотреть подсказку. Опять я тут места не нахожу. Всем привет еще раз. Давайте спрашивайте подсказку, если нужна подсказка. И мы будем смотреть. У нас сегодня подсказки. Эфир, думаю, будет недолгий. Я только проснулась, я вообще уснула. Все, меня вырубило. Я так устала, что просто уснула. Я такая стою в 18:30. Я такая, блин, эфир. Я не знаю, почему я устаю, но меня уже несколько дней просто вырубает. Когда я что-то делаю, мне сил не хватает просто ни на что больше. Вот. Так что, кому нужны подсказки, пишите подсказка. А если пока никому не нужны, посмотрим общий расклад. Послание из будущего. Давайте посмотрим. Будет 10 позиций. Может здесь написать, если кто будет заходить. Так. Смотрим послание из будущего. На 10 позиций. Так что можете загадать. Можете несколько позиций загадать. Можете одну позицию загадать. Кто загадал позицию номер 1? Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся. Больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Смотрите, если кто-то хотел выучить язык или другую профессию освоить, то пожалуйста. Вам говорят, учись, изучай новую профессию, учи язык, читай. Такая подсказка. Видела, вот тут у меня, вау. Сейчас посмотрим послание, и я посмотрю, хорошо?
Кто загадал позицию номер 2? Пора встретиться с друзьями, вы давно не виделись, удели им время. А вам нужна встреча с друзьями. Хорошо отдохнуть, пообщаться. Кто загадал 3-ю позицию? Послание из будущего. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Смотрите, а здесь, если у вас помощь попросят, то помогите этому человеку. 4-я. Кто 4-ю позицию загадал? Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас тебе это кажется дорого. Это 4-я позиция. Смотрим 5-ю позицию. Перестань бороться за признание людей, которые никогда не интересовались твоей жизнью. Верь в себя. Такая подсказка 5-рочек, 6-рочки. Зайра, добрый вечер, Зариночка, добрый вечер. И мне можно подсказку? Можно, мы сейчас смотрим 10 подсказок, потом вам дам подсказку. 6-я позиция, кто загадал 10 позиций, смотрим подсказку из будущего. 6-я позиция, ты на пороге нового этапа своей жизни. В самое ближайшее время тебя ждет колоссальные изменения в лучшую сторону. А здесь у человека, видите, изменения происходят. Может быть тяжело, но это в лучшую сторону. Все будет хорошо. 7-я позиция. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Это 7-я позиция. Правильно же 7-я? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да. 8-я позиция, кто загадал. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Это 8-я позиция. Будьте собой. 9-я позиция. Ты никому ничего не должен. Ты взрослый человек и сам строишь свою жизнь. 9-я позиция. 10-я позиция. Мысли масштабно, не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Не бойтесь мечтать. Записывайте свои желания, свои мечты, то, что вы хотите. Сейчас посмотрим. Ой, извините, что я вас качаю. Я вас буду качать. Вот. Так, сейчас у нас вопрос Дарья задала. Начальство, кстати, всегда может так говорить. Это может быть на данный момент. Сейчас посмотрим. По работе, да, Дарья задает вопрос. Получится ли занять должность на работе? Лучше ли занять должность на работе, на которую претендую? Получится ли у Дарьи занять должность на работе, на которую Дарья претендует? Здесь нужно побороться. Смотрите, борьба ваше все. Боритесь. Здесь вам нужно бороться. Видите, здесь не показывает сразу, что вы получите легко. Это вам не дастся легко. Вот здесь нужно будет бороться. Карта борьбы. Что нужно сделать, чтобы получилось? Вам нужно проявлять гибкость с руководством, проявлять гибкость в работе.
Не быть категоричной, ну, гибкая, обтекаемая такая, в общем, обтекаемая ситуация, категорично ничего не решать. Но в итоге после испытательного срока займет далее должность. Говорят, что вряд ли у вас получится, да? Что нужно сделать, чтобы получилось? Ну, бороться, это понятно. Бороться, проявлять активность и это все делать быстро. Что нужно делать, чтобы занять эту должность? Смотрите, вот здесь нужно проявлять активность, быть активным. Много энергии должно быть, вы должны успевать очень много. Здесь может быть многозадачность в этой работе есть. Или вот эта вот скорость, когда нужно все быстро решать. Но здесь вот вам нужно попросить о помощи, если у вас что-то не получается, пока вот вы на испытательном сроке, вы просите помощь просто. Помощь и учитесь, здесь борьба. Здесь нелегко. Длительно. Ну вот они хотят одно, понятно. А начальство вас на это какой-то мужчина, возможно, поспособствовал, чтобы то, что вы думаете, что вы справитесь. Вы можете справиться, да. Хотят, чтобы вы показали себя. Какой-то мужчина хочет, чтобы вы показали себя, кто-то из руководителей. И кто-то вот, даже если вам говорят, что вы что-то там не справитесь, то вы ну, как бы человек видит, что вы справитесь. Только нужно потратить время, чтобы обучиться. Вот какой-то человек думает, что вы справитесь. Но вам нужно время на обучение. Вы должны обучиться. То есть нету такого, что вы пришли, вы все делаете. Здесь нужно время, какой-то период времени, чтобы обучиться. Видит, что вы справитесь. Да, вот еще раз карта обучения вышла. То есть вам нужен, если есть рядом человек, наставник какой-то, то спрашивайте, все прям спрашивайте, каждую мелочь, все. Поэтому вот пока у вас вот это вот процесс обучения, видят, что после обучения вы можете справиться с вот этим вот. Это как новый шанс для вас. Это новый шанс для вас. Это как получить что-то желаемое. Иди туда, куда боишься, как будто говорят, иди туда, куда боишься. Очень сложно, да, у вас карты такие выпали, что тут борьба, это не просто так. Здесь нужно время, чтобы обучаться, и это все тем более быстро надо, чтобы происходило, потому что руководство просит. Вот. Вот нужно ли вам это? Нужно ли вам это? Нужно. Смотрите, вы можете стать магом. Здесь вы можете обрести какие-то способности, которых у вас сейчас нет. Вот. А когда вы пройдете это обучение, вы сможете стать более крутым специалистом. Вот. Нужно ли вам это? Нужно. Это, видимо, вам... Ну, так должно быть, что вы попали в это все, и вас увидели, заметили, и на эту должность выдвинули. Вот, то есть вы можете стать магом. Это хорошая возможность навыки какие-то новые прокачать, обучиться, стать классным специалистом. Ну, маг — это классный специалист, это который знает все вот это свое дело очень хорошо. Какие-то новые возможности. Что вам это даст, если вы... Это знаете, что вам даст вот это вот, то, что вот вы обучаетесь, вот это вот, то, что с вами происходит, вот эта вся ситуация, она поможет избавиться вам от страхов каких-то, потому что у вас страхи, неуверенность, очень тяжело, и вот это какой-то урок ваш определенный.
В чем он заключается? Ну, это такой, да, урок. Он заключается в том, что как раньше уже не будет, невозможно уже как раньше. Видите, дьявол, какой-то урок проходите, что раньше, вот как раньше уже не пойдет. Вам нужно обучаться, вам нужно как становиться, обрастать новыми навыками, я бы так сказала, чтобы становиться более крутым специалистом, потому что все движется вперед. Это как развитие ваше. Вы сами себе из будущего что говорите? Хотела спросить. Выделяйте время на отдых, на сон, то есть не загоняйте себя прям, что если вы устали, то найдите время, чтобы отдохнуть, да, и у вас достаточно сил, чтобы справиться с этой ситуацией. Вот вы сами себе говорите, то есть вы станете более сильным, более классным специалистом. Карта силы – это ваш внутренний стержень, это ваши знания, достоинства, это когда вы сможете справиться с теми делами, с которыми вот вы раньше, возможно, думали, не сможете справиться. Вы справитесь, у вас энергии на это, у вас и силы на это даны. Сила – это вот эта карта, когда вы справитесь со всем. Вот все, что идет в вашу жизнь, вы даже можете не думать, что вы не справитесь или тяжело, вы справитесь. Все вот эти препятствия, какие-то вот обучающие процессы, это, кстати, по работе очень, да, много всего, может быть, очень-очень много работы, но это откроет вам это в развитии, в классного спеца. Да, новые возможности, видите, будут у вас будет выбор, у вас появится выбор, и вы сможете... Это что значит, куда-то поехать или пополнить свои финансы, финансовые. Какие-то новые возможности вам будут открываться. Но это не просто так, вот это вот обучение. Сделает вас сильнее, станете классным специалистом и откроет новые возможности. Знаете, здесь как-то получается так, что как будто на эту должность вы не попадете, да, а вы попадете как-то в другую должность. Какая-то другая должность появится немного позже, какая-то новая должность. И вот вы там уже будете расти по профессии, продвигаться по работе, по карьере. Даже если вы какие-то ошибки совершаете, это нормально, это ваш опыт. И вам впоследствии, кстати, это очень пригодится. Это вам кажется, что у вас что-то не получается там, да, но это вам для опыта, чтобы вам дальше легче было. Это хорошие навыки. Вам эти навыки пригодятся. То, что вот вы сейчас научитесь. Ну да, если сейчас это будет, то вам нужно будет уделить время, чтобы обучаться, выделить время, чтобы научиться чему-то. Вот. Это лучшее время, чтобы обучаться сейчас. Чтобы быстрее идти, это знаете, чтобы быстрее чего? Это чтобы быстрее идти туда, где страшно. Чтобы вы не боялись идти туда, где страшно. Если у вас есть какая-то цель, вы сомневаетесь, или кто-то вас может отговорить, то вы сможете туда идти. Вы как-то вот, чтобы прочь сомнения были. Не знаю, спросите, если что-то еще по этому вопросу. Уточню, спросите, уточню, если что-то еще. Новому всегда учиться сложно. Кажется, что ты ничего не понимаешь. Но вот бывают такие моменты.
Но на самом деле вы потом станете хорошим специалистом. Какого мнения о вас? Что здесь показывает, что здесь надо, не знаю, на этих картах непонятно, какого мнения у вас. Здесь показывает, что здесь удачно принятое решение позволяет выиграть битву. Не знаю почему, здесь вот удачно принятое решение в правильное время позволяет выиграть битву, борьбу, конкуренцию. Да, ну вот. Даже если... Ну, сейчас посмотрим на другой колоде. Так. Как начальница Дарья видит? Начальница вас видит, мягкого человека видит вас. Что вы мягкий человек, общительный, открытый и очень ранимый, импульсивный. Мягкий, нежный человек. Которая, видите, обучаемая, мягкая, но вот такая вот. И вы открыты к новым знаниям. То, что как будто на вас новые знания ложатся, как губка. То есть вас можно обучить, как будто вы обучаемый человек. И она вас как будто, ну, полностью она вас не видит, какая вы есть. Она не может не понимать, почему вас что-то расстраивает, когда у вас что-то не получается. На самом деле она как думает? На самом деле она думает, что это... Она думает, что надо идти туда, куда страшно. Я не знаю, почему она так думает. Ну вот она думает, что надо идти туда, где страшно. Не нужно сомневаться. Даже если дороги закрыты, нужно действовать, и все получится. Как-то вот так вот. Ну что вы очень мягкий человек, в первую очередь, она думает. По рыцарю кубков вы очень мягкий, общительный, открытый человек. И вас нужно обучать еще. Вы не такой специалист, вот, сильно большой. Вы как бы чувствительный, ранимый. Вас нужно защищать. Вы готовы выслушать. Можете человека поддержать словами. Мягкий человек видит вас мягкого человека, мягкого, открытого и ранимого, которому есть куда расти. Вот я не знаю почему, то, что как будто вас можно обучать, и вы будете расти, расти, расти. То есть в вас нужно вкладываться как специалисты, и вас можно вырастить из маленького в большого, да. Вас можно как будто вырастить вот из пажа кубков, да, когда вот вы еще маленький, неопытный такой человек, который еще ничего не знает, который переживает, когда случаются ошибки, да, то вы расстраиваетесь, вы можете заплакать, да, то есть он такой ранимый человек, чувствительный очень, такой вот, и вот с такого человека вот вас можно обучать, и вы выйдете, смотрите, в короля пентаклей, в стабильность, в независимость, когда вы будете контролировать свои эмоции, когда вы будете классным специалистом, который умеет зарабатывать деньги, который не будет плакать, больше расстраиваться, который будет просто знать и идти, планировать и действовать. То есть у вас сейчас очень много чувств задействовано, вот, эмоций. И кого-то вас можно обучить, чтобы сделать классного специалиста. Если у вас что-то не получается, вот вы эмоционально очень расстраиваетесь, вот она видит, ну, вот видит вас это. Но постепенно, просто нужно, даже если медленно, но нужно идти вперед, чтобы добиться своей цели, вы добьетесь. Ну так вот она видит вас как специалист. Как специалист, она видит, что вы хороший специалист. И вот эти ошибки, которые вы совершаете, они вам только во благо, потому что вы
знаете, как потом в этой ситуации, в которой вы или ошиблись, или когда опыт какой-то был, вы уже знаете, как действовать. То есть вы уже сможете выйти из этой ситуации, вы сможете заранее предугадать, как нужно действовать, чтобы этого, например, не случилось, или чтобы все прошло гладко. То есть вы классный специалист, который учится на своих ошибках, или вот на опыте. Опыт вы собираете, вы не забываете об этом, а у вас он как-то откладывается, вы на этом опыте дальше живете. Так что я думаю, что это хорошее мнение. Тем более у вас готовы вкладываться. Если даже у вас что-то не получится, она не расстроится, она дальше будет думать о том, что вам нужно просто больше обучаться. Больше обучаться и расти. То есть, как бы, по обучению. Также вопрос по обучению стоит. Как бы ничего страшного. На ошибки она внимание так сильно не заостряет. То есть это нормально. Это обучающийся процесс. Подсказка для Дарьи. Ну, смотрите, подсказка какая. Забудьте о страхах и сомнениях. На этот вопрос, на который вы спрашиваете, вот вам подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Просто идите и делайте. Просто вот такая ситуация и делайте. Не думайте, что что-то не получится, потому что ничего страшного. Как будто если у вас не получится, сделает вас сильнее просто и все. И вы будете, как бы знать, как действовать. Это не расстроит вашего руководителя. Это нормально. Он так считает. Ваш руководитель так считает. Вот, Дарья. Если еще что-то хотите уточнить, напишите. Она видит вас мягкого человека. Видите, мягкий, открытый человек. Обучаемый притом. Обучаемый человек для компании – это очень хорошо. Вот еще, смотрите, послание из будущего. Найдите время для хобби. Хобби отлично справляется со стрессом и позволяет мозгу отдохнуть. Так, сейчас надо как-то мне тут, как-то сюда подобраться. То есть отвлекайтесь, если у вас там стресс, да, если вы чувствуете, что вам тяжело, то больше гуляйте, рисуйте, пойте, не знаю, танцуйте, какое у вас хобби, йогой позанимайтесь. То есть надо отвлечься немножко. Вот. А так все идет своим чередом. Лучше, чтобы это было, чем этого не было, потому что это ведет вас к удаче и к, собственно, независимости в деньгах. Вы можете стать классным специалистом, это определенный опыт для вас, который денежно вас может потом очень хорошо подтянуть этот вопрос денежный. Ну, почему мне тут карта перевернулся? Две. Так, давайте подсказки будем смотреть. Зарина первую подсказку пробовала. Так, вот это. Да. Спасибо. Вам тоже спасибо, Дарья. Спасибо большое за вопрос. Так что не переживайте. Я вас поддерживаю. Я всегда за развитие, за обучение. Я знаю, что это очень тяжело. Держитесь, у вас силы достаточно для этого. Вам даются силы для этого. Так, Зарина, подсказка для Зарины. Обратите внимание на свое самочувствие. Зарина, это вам подсказочка такая. Вот. Добрый вечер, Марьям, здравствуйте. Да, можно подсказку. Дарья, здравствуйте. Это для Зарины была подсказка. Так, теперь подсказка для Марьям. Подсказка для Марьям. Ой, смотрите, у вас такая подсказка. Ищите помощь на стороне. Ищите помощь на стороне. Кто-то вам может помочь. Подумайте, кто это может быть.
Дарья. Подсказка для Дарьи. Используйте свое обаяние. У вас, наверное, при общении с людьми, используйте свое обаяние. Дарья такая подсказка. Кому еще нужны подсказки, пишите. Пишите. Если подсказок пока нет, давайте я посмотрю на следующую неделю, что нужно сделать, чтобы неделя была хорошей. И что нужно не делать, да, чтобы неделя была хорошей. Что нужно делать, что не нужно. 3 позиции будет. Может, кто в записи сможет посмотреть. Ну, пока будем смотреть. Так, первая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошая. Что не делать, чтобы неделя была хорошая. Так, что делать, чтобы неделя была хорошая? Чтобы неделя была хорошая, здесь нужны активные действия. Нужно действовать сразу, молниеносно. Вот как только какая-то новость придет, какая-то ситуация, то сразу действуйте, не тяните, не откладывайте. Все, что нужно вам делать на следующей неделе, это принимать быстрые решения, быстро реагировать. Видите, карта скорости, когда быстро, когда вы прорыв совершаете. Если куда-то ехать, езжаете, это, видите, нужно делать быстро. Если нужно обратиться к врачу, вам срочно нужно обратиться. То есть принимайте решение быстро. Быстро нужно принимать решение. И если куда-то поехать, то езжайте куда-то. Если движения какие-то, передвижения. Что не нужно делать вам? Что не нужно делать, что все будет само собой. Что я вот ничего не делаю, у меня все налажено, и я буду сидеть и ничего не делать. Да? То есть там все, сами процессы будут протекать. Вот. Не нужно слишком наслаждаться едой, не злоупотребляйте, потому что можете поправиться, это может отразиться на ваших там боках, на вашем пузике. То есть вот что не нужно делать, не нужно мало двигаться, не нужно бросать спорт, не нужно переедать. Вот, здесь так. Здесь вот нужно больше движений. Карта движения. Нужно двигаться и принимать решения быстро. Так, кто загадал вторую позицию? Неделя, чтобы была хорошая, что нужно делать и что не нужно делать. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно изучать вопросы. Здесь, знаете, здесь не нужно быстро действовать, здесь нужно изучить вопрос. А если какие-то документы просят подписать, сначала прочитать. Если вас просят быстро принять решение, вы скажете: нет, я хочу поизучать этот вопрос, мне нужна дополнительная информация, да? Поэтому здесь изучайте этот вопрос более глубоко. Если это касается противоположного пола, то здесь понаблюдайте за человеком. Понаблюдайте в соцсетях, если вы не знаете о нем, да? Вот, узнайте больше о человеке. Или узнайте больше о работодателе, узнайте больше про то, что вы делаете. Здесь нужно больше углубиться и узнать подробности какие-то, потому что вы чего-то можете не заметить, подписать, а там ого, нельзя было подписать. То есть здесь изучайте этот вопрос просто со всех сторон. Все, что вы не делаете, сомневайтесь и возьмите тайм-аут, чтобы изучить, чтобы более подробно изучить вопрос и узнать больше информации. Вот здесь на изучение информации. Кто хотел обучаться, обучайте. Здесь обучение это очень тоже хорошо, хорошая карта. Какие-то знания тоже хорошо. Что не нужно делать? Вот здесь не нужно торопиться, не нужно ехать и там сбивать все на своем пути, идти по головам не нужно. Здесь не нужны активные действия. Здесь не нужно торопиться. Видите, здесь карта скорости, а это выпало в позиции, что не нужно вам действовать. Здесь не нужно торопиться. Ну вот здесь показано, что нужно сначала все узнать, посмотреть, изучить. То есть, если вы будете торопиться, вы можете наделать каких-то делов. Если у вас какая-то поездка намечается, то ее лучше отложить. То есть, не торопитесь, не принимайте быстрые решения. Быстрых решений нет. Изучите суть вопроса. Какие будут последствия, потому что это очень важно. Вы что-то можете не заметить, не увидеть. А это нужно было просто больше времени, чтобы изучить этот вопрос.
чтобы понять, да. Третья позиция, сейчас посмотрим. Третью позицию, кто загадал, что нужно делать, чтобы неделя была хорошей, и что не нужно делать, чтобы неделя была хорошей. Ну, вылази уже. Что нужно делать, чтобы неделя была хорошая? Нужны активные действия. Нужно действовать по плану. Если вы что-то уже делали, то так продолжайте действовать. Следующая неделя говорит о том, что ваши действия приведут к победе. Вы очень там долго старались, что-то делали, прикладывали усилия, шли к этому, да, и вот наконец-то получаете плоды. То есть продолжайте действовать, даже если вы уже устали, и вам кажется, ну нет, ну уже никакой отдачи нет, ничего я не получу, ничего не получится. Нет, это прям, это как кусочек сыра, вот прям лежит перед носом, а вы разворачиваетесь и говорите, о, все, я устал. То есть вам нужно еще там один шажочек, два сделать, то есть прилагаете действия, усилия, вот то, что вы делали, также продолжаете делать. Активные действия должны быть, и тогда вы получите свой кусочек сыра. То есть победу. Вы получите то, что вы хотите, получите желаемое что-то. Что не нужно делать на следующей неделе, не нужно принимать резкие решения, не нужно ни с кем ругаться, не нужно агрессивно общаться. Вот. Не нужно думать плохо там о ком-то, что-то придумывать, надумывать, да. Ну и, в общем, не ругайтесь, не говорите там никому плохие слова. Вот. Ничего не нужно придумывать, планировать, потому что просто действуйте. У вас неделя действий, то, что вы уже делали, то и делайте. Не нужно тут ничего себе нового придумывать, надумывать. Вот. Негативно к кому-то относиться не нужно. Не нужно так в штыки на всех с подозрением, вот так вот, не нужно. Вот. Только сами себе хуже можете сделать. Просто идите вперед и делайте то, к чему вы стремитесь, и вы получите результат очень хороший, вам очень понравится. Результат будет, если вы не будете останавливаться и будете дальше прилагать активные действия. Кому еще нужны подсказки, пишите слово «подсказка», и я посмотрю подсказку. Хорошо? Если никому не нужны подсказки, тогда я закончу эфир. Потому что так получилось, что я тут почему-то проспала несколько часов. Ну что, кому нужны будут подсказки, приходите в следующую субботу. Примерно в 6:30, 36:30, очень по-разному получается. Но сегодня я проснулась, и уже 18:30, я такая, блин. Вот. Потому что очень устала. Ну, в общем, приходите на следующей неделе. Я всегда вам рада. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить эфир. Да, я вижу, где вот эту девочку вижу. Сейчас мы посмотрим еще платный вопрос. Эфир продолжается, в общем. Будем смотреть. Дарья вопрос задала. Да, сейчас посмотрим. Его мысли, да, конец видит, нет, да. Он сам вылетел из колоды. Ладно, хорошо, мы видим, что ты активный, да. Давай посмотрим мысли. Мысли о Дарье. Он видит вас, что вы определенный шанс, что вы определенный подарок. Но его очень расстраивает, что он не может взять. Понимаете, вы как для него как конфетка, которую он взять не может. Он видит, что вы классная, да, что вы такая вот, что вы как подарок для него, что вы как красивый тортик, да, не знаю, что вы такая вот манкая, но взять он у вас не может. Вот не может он взять вот эту конфетку такую, вот не может. Потому что есть определенные обстоятельства. Определенные обстоятельства есть. Простите, как спела под конец. Да ничего, все нормально. Просто я тоже смотрю, если кто-то хочет вопросы, конечно, можно в комментариях написать, чтобы я не улетала, а то я в тот раз выключила, пришлось, да. Но это все нормально, ничего страшного. Месяц молчит. Так, его мысли посмотрим, давайте, его мысли. Что он думает о вас, что он думает о Дарье? Какие у него
мысли. Что он думает? Что у него в мыслях? Ну, смотрите, что. Много мыслей, я бы сказала. Много мыслей всяких шальных, озорных и интимных. И его к вам манит. Я же говорю, вот манит, вы для него как конфетка. Вот, вы для него как конфетка, да, такая вот манкая супер женщина, которую он не может взять. Не может он вас взять, не может. И он в мыслях прокручивает много чего. Это как запретный плод, который сладок. Это как вот, я говорю, дьявол опять получается, что здесь определенные уроки зависимости. Когда тянет к человеку, ну нельзя. Вот то, что есть отношения невозможно. Это когда хочется, но отношения невозможно. Страсть есть. Страсть, тяга. Такая вот, когда прям вот хочу, не могу. Блин. Ну вот зависимость есть. Так, будет ли он проявляться к вам, да? Посмотрим, конец это или нет. Засранец такой. Нифига, он так и будет смотреть и наблюдать, не будет он проявляться. Потому что у него какие-то семейные ценности, какие-то вот у него в голове такие вот мысли есть, что нельзя. Что это неправильно. Он как будто решил, что он не будет проявляться. Видите, он как будто вот как раньше, нет, не буду я так, он так решил. Потому что здесь как будто он не может, он не свободен, видите, его что-то держит, он не свободен, он не может проявляться так, как раньше. Опять его расстраивает, что он скучает по вам. Его расстраивает то, что он не может все вернуть как раньше. Но почему-то действовать он не будет, потому что как будто это неправильно. Но так не должно быть, неправильно. Но тянет ужасно, просто тянет, как магнит. Вообще без сроков тогда появится он. Да, без сроков. Я смотрела на месяц, на 2, там все не очень. Но вообще он появится, может быть, после 2 месяцев. Вот не знаю, я когда сказала без сроков, появится ли он без сроков, он появится. Он даст о себе знать, он может приехать, он может, ну, как бы, физически в ваше пространство прийти. Блин, а когда это будет? Ну, когда вот он вот сам решит, он внутри, он сейчас такое время, да, когда он просто закрылся и решает все вопросы в голове, внутри, в себе, вот один. Вот он борется, он думает о вас, очень много думает о вас, скучает, переживает, что не может сделать то, что он хочет с вами, провести время вместе. Очень вот у него сейчас такой мыслительный процесс, когда все, он закрылся от всех, взял время на подумать. Опять карта размышлений. Карта, когда он думает, вот он весь в себе, вот его вообще сейчас лучше не трогать, он будет думать. Можете ли вы что-то сделать, чтобы он активные действия к вам начал проявлять опять? Ну нет, вот тут ничего не, ну как бы тут как есть, так есть. У него какой-то сейчас такой процесс мыслительный, внутренний, когда вот он все это переваривает, и ему нужно на это время. Я не знаю, почему это происходит. Почему это происходит? Потому что какой-то опыт у него. Он боится, что это может вашу репутацию. Вот, поэтому, наверное, вот эта карта. Вот эта карта, когда, знаете, когда мнение окружающих, что так не должно быть, что должно быть вот так. Он боится, что вы вашу независимость, вашу репутацию это может немножко испортить, изменить. Почему он был агрессивный? Вот смотрите, на последнем свидании, потому что он решил, видите, закрыться. Вот он решил, вот принял решение закрыться, вот он сам, видите, но это ему удалось очень тяжело.
Агрессивным, да, он мог быть агрессивным, могли поругаться. Он принял решение закрыться. Он взял временно подумать. Но это его что-то у него внутри. В его мыслях, в его желаниях, в его действиях. Все перестраивается, вот это жизненный, и у него мыслительный процесс очень сейчас такой. Что, зачем, почему, какие будут последствия, не навредит ли он вам. Понимаете, он думает тут как-то больше о вас, не навредит ли он вам этим. Что люди подумают, ну то есть что-то такое вот, или как на это посмотрит, как что будет, вот. Очень много думает. Как он будет действовать, Две женщины вышли, как он будет действовать. Вот так вот он и будет. Он, возможно, будет оставаться со своей женщиной, но с вами начнется какой-то новый этап, завершающий, начинающий. Сейчас посмотрим, что закончится, что начнется. Что-то новое начнется, что-то новое. Не, ну также будет расстраивать, даже если начнется что-то новое, да. Это также будет разбитое сердце, и также что-то не будет получаться, разочарование. Ожидание, что будет как раньше. Будет как раньше. Блин, ну, возможно, все так же вернется, вот как раньше было, что он будет между двух женщин. Но сейчас он думает, у него в течение 2 месяцев вообще может как бы ничего не поменяться. Вот как есть, так и есть, он может быть закрыт. Сейчас посмотрим. Что он хочет? Он хочет, видите, он хочет закрыться, он не знает, какое решение верное, он не знает, как будет лучше. И эти решения, которые приходят ему в голову, его не устраивают, ни одно из них. И он поэтому не может принять верное решение. И как он будет действовать? Ну, агрессивно пока будет действовать. Видите, ну, как тут могут быть ссоры. Пока что. Но знаете, после свидания с вами может такого романтического, ему может прийти какая-то мысль, идея насчет следующего свидания, и следующего, не знаю. В общем, какая-то встреча у вас предстоит, да, ну, что можно сделать, чтобы все изменилось, да. Но пока он закрыт, пока он агрессивно настроен, пока вот он защищается как-то, вот он пока просто не знает, какое решение принять, как действовать, что делать, потому что он не понимает, ему ничто не нравится, ни один из этих результатов. Но когда у вас какое-то вот случится свидание, встреча романтического такого характера, очень активная, когда вот он вас очень хочет, а после этого у него возникнет мысль, как это все сделать, как вот романтические свидания спланировать, какие-то... Там начнутся уже, знаете, постоянные встречи. План на постоянные встречи, когда, что, как, во сколько. Ну, тут уже как бы вот будет. Ну, после какой-то встречи, после такого, когда вот он приедет с чувствами, приедет весь такой я герой, когда вот он определится и решит, опять 2 женщины получается. Что он решит? Когда он план действия, так сказать, как он будет действовать с вами 2, да, как это будет взаимодействовать. Когда он в своей голове все это определит, он приедет к вам с чувствами, с эмоциями, с обнимашками, целовашками. Вот. И потом здесь вот будет новый план, вы будете действовать. Тут вообще все новое начинается. Тут новый план действий, свидания и встречи, которые будут, знаете,
у которых уже будет определенный план, потому что вы будете хотеть видеться. И вы будете так вот продолжать бороться. Да, за вот эти вот эмоции, чтобы это все так и оставалось. Да, он как-то примет решение, что взять все в свои руки и продолжать. Ну, это время должно, я говорю, не меньше 2 месяцев. Он пока ничего не будет делать. Ну, как бы такой вариант возможен события, что, но пока нет. Сейчас посмотрю. Что нужно, чтобы он принял это решение? Что должно такое произойти? Да, он боится. Что должно произойти, чтобы он принял решение? Да, он расстроен, он боится, он расстраивается очень сильно, да, но он проведет мыслительную работу, работу над ошибками, как будто он проведет, и все, и он поймет, как нужно действовать, чтобы получить желанную женщину. И начнет действовать, приедет, как-то тут встреча. А что нужно случилось, да, чтобы вот он начал действовать? Это работа над ошибками, которую он проведет. Что делал не так, как нужно делать. И вот видите, чтобы приехать к своей любимой женщине, он примет решение, приедет, и будет встреча. Ну, как бы вот так вот. Но тут не конец, он не планирует конец. Хотя он где-то 2 месяца не сможет... Он будет очень много думать о вас, но приехать и какие-то действия сделать он не сможет. Я бы не сказала, что он страдает. Он хочет сохранить, то, что уже у него есть. То, что есть, то, что приносит ему удовольствие. И он сейчас строит планы, как это все сделать. Вот в его голове так. Сейчас на другой колоде посмотрю. Нет, он не страдает, у него, говорю, активные действия. Это как вот у мужчины. Он хочет как-то отстоять свое, он хочет вас оставить. Но вот у него сейчас вот такой вот процесс, как это сделать. Он хочет вас... Да что? Пибикает эта машина каждый день. Он хочет вас оставить и думает как. Чтобы все вот было при нем. И одна женщина, и другая женщина. Вот. Ну, нету такого, что он скучает. Он думает, да, тянет к вам, да, а скучает, нет такого, что скучает. Мужчина не скучает. Да, он думает, очень много думает. Ну, думает много. Как самому себе помочь, вот и как лучше сделать, как будет лучше. И для вас тоже. Даже если вы его пошлете, он подумает, что нет, я ее не отпущу, я знаю, какая она ценная, как мне с ней классно. Да, он, конечно, расстроится, что вы не в его лапках, но он вас не отпустит. Он расстроится, если вы его так отошьете, но он не потеряет надежду, что все потеряно. Он будет уверен, что он-то вас не отпустит, он будет делать все, что возможно, чтобы оставить вас при себе. Потому что вы слишком большая такая вот вкусная конфетка для него, слишком соблазнительная, слишком манкая, слишком много вы ему даете.
внутреннего вот этого вот кайфа. И вообще, как бы, ну, вы для него слишком желанная, манкая, и вот он вас не отпустит. Можете его посылать, он все равно не уйдет. Вот. Так что так. Ну, в чувствах, конечно, он очень расстроится, да, ему будет, да, неприятно это. Но он примет решение, что нет, я ее не отпущу. В чувствах он расстроится, ему, может быть, даже будет больно где-то, да, но он примет решение, что он вас не отпустит. Он вас не отдаст, не отпустит, и это ж нифига не конец. Да. Даже вот видите, вы его поставите перед фактом, что все, дорогой, все, пока, прощай, до башни, все. А он такой, нифига. Смотрите, примет решение, что как так, ее, да такую классную, да нет, нет. Нет. Чтобы это все закончилось. Нет, он также будет думать, опять же, он будет думать, он не знает, как действовать, он не знает, я не знаю, почему он так долго думает, но вот он такой, вот он долго думает. Ему тяжело начать вот это все. Он думает, даже если все там, что как, все равно он будет начинать дальше активные. Вот, так что вы для него слишком конфетка вкусная. Поэтому он вас не отдаст. Ну, вот, говорю, неделю-две еще может помурыжить и сам будет мучиться, вот эти вот думать, что и как делать. Неделю-две, месяца два. То есть так, подсказку на этот вопрос для Дани, подсказку. Используйте свое обаяние. Но, говорю, ну, вот на общение с людьми вот именно вот эта карта выпадает, особенно вот на противоположный пол. Используйте свое обаяние. Такая вам подсказка. Продолжайте быть для него конфеткой, в общем. Вот. Спасибо за вопрос. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Мы с вами посмотрим вам подсказку. Подумайте о каком-то вопросе, что вас волнует, что вас интересует. Я сонная, поэтому вот я спала. Не обращайте внимания. Ирина, на прошлой неделе не успела на эфир, не хватило подсказок ваших. Подсказка. Понятно, бывает. У меня у самой эфиры-то проходят, или, ну, не знаю, как мне придет. В 5:30, помню, один раз начала, в 6:30, по-разному бывает. Я понимаю, что все на дачах, погода хорошая. Выключите эту машину. Почему-то именно сегодня у меня окно открыто, поэтому простите, что у меня шумно так. Вот. Даже если вы не приходите на эфир, я знаю, что у вас все хорошо, что вы гуляете, что просто хорошая погода. Вот, поэтому я надеюсь, что так. Для Ирины подсказка. Ой, оставьте новые дела на потом. Такая подсказка. Сегодня, кстати, 5 колод, да, вы можете попросить на 5 колодах или на каких-то, на 2, на основной колоде, я всегда даю на основной колоде, просто подсказка. Вот. Александра, можно подсказку? Можно. Ирина, добрый вечер, да, всем добрый вечер. Можно подсказки, подсказка на всех, можно на 5 колодах. Ой. Упала карта, проявляйте активность. Я не знаю кому, но, в общем, кому-то здесь нужно активно проявлять себя. Сейчас Ирине дам еще на 4, да, сейчас, я поняла. Сейчас для Ирины посмотрим на всех. Так, ну вот там подумайте о своей ситуации, да, или просто на сейчас подсказка на данный момент времени, да, на данный момент жизни, то, что у вас происходит. Просто подсказка для Ирины на маленькой колоде. Не стоит соблазняться, к хорошему это не приведет. Так, что вы там хотели? Торт на ночь есть или что? То есть здесь что-то не стоит соблазняться, вас будут соблазнять. Илья Тарот, привет, Аленка, привет, Илья, привет. Мы смотрим
А, знаю о чем. Ирина знает. Отлично, отлично. Я рада. Я рада. Ну, ёшкин-матрёшкин. Простите, что тут так шумно у меня. О ком это? Так, для Ирины подсказка на новой колоде. Относитесь ко всему с юмором. На новой колоде. Относитесь ко всему с юмором. Для Ирины. Так, сейчас девочка с шариком. Для Ирины подсказка. Полный детокс, выпей смузи, выброси все ненужное, перестань общаться с этим идиотом. Ой, извините, смотрите. Ну да, вот эта вот колода, она бывает и четко и резко говорит там или выпей, или не пей. То есть, видите, займитесь собой, в общем. Тут надо прям заняться собой и выбросить все и ненужное из своей жизни, да? Все, что вас отвлекает. Интересно. Так, для Ирины послание из будущего. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся. Больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Ну, смотрите, тут прям явно говорят вам о том, что вы занимались тем, что вам нравится. Обратите внимание на себя, на свои чувства, на свою внешность, видите, на свои знания. То есть вкладывайте в себя. Вот. Идиотов хватает, это так и делать, занимайся собой правильно. Все правильно делаете. Видите, все правильно. На идиотов не обращайте внимания. Ну, значит, ну, бывает. Чё ж. Вот. Александра М. Ирина, благодарю вас. Вас тоже благодарю. Спасибо, что приходите на эфиры. Так, сейчас у нас Александра М. Подсказка. Александра М. Подсказка. Сделай передышку. Первая подсказка у нас: сделай передышку. Александра М. Не стоит рисковать. Подходите ко всем делам с умом. Смотрите, здесь вот не стоит рисковать. Подходите ко всем делам с умом. То есть лучше побольше информации узнайте об этом, прежде чем действовать. Видите? Так. Александра М. На новой колоде. Относитесь ко всему проще. Еще чуточку проще. Такая вот подсказка. Так, девочка с шариком. Все, у меня, похоже, диджей там, которого не слышно, начался. Я не слышу вообще его. Ага. Этого слышно. Так. Александра М. Подсказка. Отдохни, ты очень устала. Срочно иди в постель, сейчас же. Ну, я, кстати, это сегодня так и сделала. Видите, вы очень устали, и вам нужно время, чтобы отдохнуть. Отдохните. Так, послание из будущего. Для Александра М. Послание из будущего. Так. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Смотрите. Сделайте сюрприз близкому человеку. Кто-то близкий рядом с вами нуждается в вашем внимании. Обнимашки, целовашки приветствуются. Вместе сделайте какое-нибудь романтическое свидание, сходите куда-нибудь вместе. Когда люди долго живут вместе, кстати, никуда не ходят, это нехорошо. Надо сходить вместе куда-нибудь, что-то сделайте приятное. Какой-то
Для Ирины. Теперь подсказка для Ирины. Алена, добрый вечер. Пожалуйста, подсказки на всех. Ирина, вам сейчас будут подсказки. Для Ирины подсказка на основную у нас колоде. О, это для Ирины, значит, выскакивала карта. Она у меня выпала, когда я мешала до этого. Ирина, подсказка для вас. Проявляйте активность. Проявляйте активность. У вас какое-то дело, что-то важное, наверное, где нужно проявлять активность. Так. Благодарю, Александра, я вас тоже благодарю. Приходите на эфирчики. Эфирчики по субботам пока что. Так. Для Ирины подсказка на маленьких. Природное обаяние – это то, что точно сработает в данной ситуации. Смотрите. Такая вам подсказка на маленькой колоде. Так, теперь смотрим на новый. Подсказки Вселенной на новый. Для Ирины подсказка. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Смотрите, какие-то подарочки вас ждут. Верьте в то, что все возможно. Будьте на позитиве. Сейчас девочка с шариком посмотрим. Для Ирины подсказка. Человека не переделаешь, перестань пытаться кого-то изменить. Это не работает. Вот такая вот вам подсказка. Так, и послание из будущего. Для Ирины послание из будущего. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Выберите себе какой-нибудь талисман. Колечко, браслетик, сережки, камушек какой-то. Все что угодно. И вложите в него то, что хотите. Наделите его теми свойствами, которые вы хотели бы. Кому еще подсказки? Кому еще подсказки? Сегодня 5 колод. Ни одну в сумке пока не оставил. Благодарю, Алена. Ирина, вас тоже благодарю. Спасибо, что приходите на эфирчики. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Вот. Ой-ой-ой, я предупреждала, что я качаю. Стол. Так, посмотрела, больше вопросов там нет. Ну что, здесь раньше можно посмотреть в записи послания из будущего. 10 посланий было, действовать или... чтобы неделя была классная, хорошая, действовать или не... что нужно там действовать, не действовать. Что нужно делать и что не нужно делать, чтобы неделя была следующая хорошая. Тоже там в записи можете перемотать, посмотреть, кстати, какую-нибудь из этих сторон. В общем, раньше, которые были. Всех благодарю, что приходите на эфиры. Если все, подсказки закончились, тогда что, будем до следующей субботы? Или у вас еще какие-то вопросы есть? Если есть вопросы, пишите. Вот. Пишите, посмотрим. Простите, я проснулась в 18:30 и такая бегом, думаю, надо эфир включить. Я уснула сегодня, просто уснула. Можно еще посмотреть, где ваши деньги. Помните, мы как-то смотрели тоже на недельку? Бывает, смотрим по субботам. Деньги, где деньги? Это метафорические карты. Вот. Здесь можно посмотреть, где ваши деньги. На коробке, кстати, и вот такая вот, видите, вот это бы приложили такую карточку, какая она прикольная была бы, было бы вообще супер. Вот идея для них. Аннет, добрый вечер, Аннет. Если вам нужна подсказка, напишите подсказка. И я вот на этой колоде дам вам подсказку. Вообще у нас сегодня 5 колод. Вот, поэтому
И на 5 колодах даю подсказки. Ну, если нужна подсказка, то пишите подсказка. Давайте на метафорических картах посмотрим, где ваши деньги. Давайте 2 позиции будет. 2 позиции. Где ваши деньги? Первая позиция. Где ваши деньги? Смотрите, вы на себя слишком много. Вы, возможно, делаете работу за себя и за других. Много обязанностей, много ответственности на себя берете. То есть берете много, но вы не получаете отдачи за это все. Ой, простите. Да, вы можете посмотреть сами, да, и подумать, ну, какие у вас ассоциации. Мне здесь кажется, что очень много на себя взваливаете. Даже если вы думаете, что вы справитесь со всем этим, ну, не стоит это того, не стоит так много на себя взваливать. Возможно, нужно делегировать какие-то обязанности, с кем-то делиться, чтобы кто-то помог, да, или, возможно, вам это все и не надо, столько много на вас. Так, что же вам нужно делать, чтобы у вас были деньги, чтобы у вас много было денег? Ой, вам нужно стать магнитом для денег. Что вам нужно сделать? Я вижу, да, вижу эту девочку. Сейчас посмотрим. Что вам нужно делать? Вам нужно стать магнитом для денег. Вам не нужно на себя слишком много брать. Вам нужно уметь распоряжаться своими вот этими обязанностями, своей нагрузкой, распределять ее. Видите, что вам нужно делать? Вот подумайте, что вам нужно, чтобы деньги к вам липли. Возможно, вам нужно говорить, что я магнит для денег. Деньги меня любят, и вообще такое вот, чтобы они к вам шли. А вы на себя очень много нагрузили, может быть, даже и не просите это, и не повышение, ничего. Возможно, вы уже классный специалист, и на себя очень много взвалили, но о повышении почему-то не говорите, что мне бы там зарплату прибавить, как бы, ну, у меня должностные обязанности-то прибавились, как бы, ну, я же классный специалист, добавьте мне. Вот. Вам нужно стать магнитом для денег. 2. Где ваши деньги? 2, смотрите, деньги, как будто для вас деньги это что-то такое, что очень сложно, очень опасно, очень тяжело. Видите, что деньги и вас могут поймать, вас прищелкнет. Вы, то есть, если у вас будут деньги, возможно, вы не знаете, как ими распоряжаться, большими деньгами, что с ними делать. Или думаете, что это большая ответственность, или думаете, что деньги зло, и, в общем, это все это плохо, хорошо они не достаются. То есть это в голове установки. Что же вам нужно делать, чтобы у вас были денежки, да? Что вам нужно делать? Смотрите. Что вам нужно делать, чтобы у вас были деньги? Вам нужно научиться работать в команде. Видите, каждый человек – это пазл определенной системы, определенного, не знаю. Нужно уметь коммуницировать с людьми, находить общий язык, в дискуссиях находить истину, то есть даже если спорите по работе, что-то доказываете, как это лучше, то есть нужно грамотно общаться, грамотно разговаривать с людьми и доносить свою мысль. И здесь уметь работать в команде. Вот тут ваши деньги и лежат. Не бояться. Так, сейчас будем смотреть вопросик. За донатик. Ой, простите, что я зеваю. Я говорю, я спала. Я спала, извините. Ну, так как мы дома все, я надеюсь, все хорошо. Дома можно позевать. Так, совет в сфере. Анна это вопрос задает, да? Ой, это нормально. Взаимодействие с людьми, да. Это нормально. Знаете, почему вот мы не можем доверять каким-то людям, да? А это не обязательно нужно доверять всем людям. Это нормально, что вы кому-то не доверяете. Это основывается на ваших прошлых жизнях, на вашем прошлом опыте. Даже если вы забыли, что вам причинили боль в детстве или там когда-то раньше вы жили, да? Ну, кто верит в это. То есть вам причинили боль, и у вас в душе это осталось, и у вас это как самозащита.
То есть вы не можете открыться. Вот у меня тоже такое есть перед определенными людьми. Вот на определенных людей это как какое-то табу. То есть, это точно нет. То есть, как-то вот доверить этому человеку точно нет. Потому что я знаю, что мне делали больно, что это все неправда. А потом мне тоже тяжело. Это нормально. Это как самозащита, это как внутренний иммунитет ваш, который защищает от людей. Открываться нужно, но не полностью, и наблюдать за человеком, как будет реагировать человек на ваши действия, на ваши высказывания, на вашу точку зрения. У всех еще образ мышления разный. И воспитание разное. Кто-то негативно может воспринять даже люди спрашивают, а в кого ты веришь? Что за вопрос? Какая разница, в кого я верю? Да? Нет, они начинают прикапываться. И от вашего ответа зависит от того, как они на вас навешивают ярлыки какие-то определенные. Хотя, может быть, вы это и не имели в виду, что то, что сказали, да, а человек делает определенные выводы в своей голове, придумывает, что-то навязывает, что на самом деле нету. Поэтому тяжело общаться с людьми. То есть это как получается, вас не понимают, вас не принимают, значит, не ваш человек. Это нормально, если в вашем окружении есть те люди, которые с вами не совпадают. Просто нужно наблюдать, чтобы вам не сделали больно, и не открываться сразу. Но это так. Это нормально. Знаете, это как самосохранение. Это даже у животных такое есть. Ты можешь погибнуть, не лезь туда. Ага, это огонь, горячо. Или обожглись, например, однажды. Вы уже знаете, что вы туда не полезете. Это горячо. Это как самосохранение, самозащита. Чтобы выжить, чтобы вам не сделали больно, чтобы не сломаться. Это также и предательство, когда вас обижали, и когда вас унижали. Это тоже. Это в жизни. Я очень понимаю, я поняла. Я думаю, что нужно наблюдать, общаться с людьми, много о себе не рассказывать, обтекаемо говорить, никаких подробностей. И смотреть со стороны, как реагируют люди. У каждого, потому что есть какие-то категоричные свои, должно быть так. Мужчина главный в семье, никак иначе, да, эти восточные страны, например, они могут агрессивно даже воспринимать вашу точку зрения, да, то, что вы хотите развиваться, обучаться, работать. У некоторых это даже до агрессии доходит. Поэтому естественно, что вы не доверяете людям, что вы не хотите открываться, это нормально, потому что вы можете получить порцию негатива на себя, да, на вас начнут что-то нехорошее говорить, то есть это с их точки зрения, с их уровня развития, уровня мышления, то, как они думают, это к вам никак не относится. Но влияет, конечно, эмоционально, это очень тяжело. Просто, я так думаю, если кто вам делает больно, не общайтесь с этими людьми. И не открывайтесь сразу. И время только поможет, потому что вы со временем только увидите, как человек к вам относится. Страх присутствует, это нормально. От этого тяжело избавиться, потому что кажется, что как только вы расслабитесь, вам могут сделать больно. И бывает так, что те люди, которым ты вроде доверяешь, могут за спиной что-то рассказать. На работе, например, такое есть. Ты с кем-то общаешься, вроде как-то человек нормальный, адекватный, да, вроде как, да, а потом ты можешь узнать через каких-то десятых, 30-х лиц, что, оказывается, этот человек говорил много плохое про какого-то сотрудника, коллегу, мог рассказать какие-то интимные подробности, если он узнавал. То есть все, что он узнавал, он рассказывал всем. То есть бывает такое, вы об этом можете сразу не узнать. Поэтому придержите это личное свое при себе и просто наблюдайте. Время покажет вам, покажет. И внутреннее ощущение, я считаю, что это правильное ощущение, то, как вы чувствуете. Бояться это нормально. Бояться это только со временем вы сможете увидеть человека. Это как, например, встречаешься с человеком, расстаешься и узнаешь, какой он на самом деле. У меня так с работы. Когда увольняешься с работы, ты видишь реально людей, какие они на самом деле. Представляете? Просто бывает такое. Поэтому, просто бывает, что если
пара встречается, никогда не делала ремонт или не переезжала, они не узнают друг друга, да, то есть, а вот когда ремонт или что-то такое, или расстаются, вот только тогда человек может показать себя. Такое тоже бывает, поэтому это нормально. Сейчас посмотрим. Ой, извините, я вас опять сотрясаю, тут у меня тут вулкан. Вот. Совет для Анет. Сфера дружбы. Сфера взаимодействия с людьми. Совет. Вот вам совет. Проявляйте, знаете, общайтесь с людьми настолько, насколько вы хотите. Если вам нравится человек, если вы чувствуете, что вам комфортно, да, вы можете рассказывать ему все, что хотите, доверяйте. Но здесь, знаете, здесь нежность и ласка, внимание и забота решают все. Вот. Здесь просто, не знаю, у вас есть силы на это, чтобы общаться с любым человеком. Вы, кстати, можете найти подход к любому человеку, и ему будет комфортно с вами. Вы можете, не знаю, вот я понимаю то, что вы говорите, да, но вы можете приручить любого человека абсолютно своими действиями, своим спокойствием, да, или наоборот неспокойными какими-то действиями, активными. То есть вы даже не рассказывая о себе, просто так болтая о жизни, да, можете расположить к себе любого человека. И просто границы какие-то у вас устанавливайте насчет информации, сильно такое личное или какое-то интимное, или то, что вам не хочется говорить. То, что не хочется говорить, вы просто можете об этом не говорить. Но в то же время вы можете говорить обо всем, что хотите, и это будет располагать. Вы можете расположить себе любого человека. Здесь как бы, вы можете молчать в компании, вы можете болтать в компании, и все равно вы будете располагать к себе людей. С вами комфортно, другим людям комфортно с вами, поэтому они, возможно, к вам могут тянуться. А вам некомфортно, что их столько много, и как сейчас с ними делать. И вы просто можете наблюдать, это может и не быть активным действием, просто вы можете присутствовать в их поле, и им комфортно рядом с вами, потому что у вас энергетика такая. Вот, энергетика спокойная, энергетика такая вот нежная, как-то вот. Это я могу, они меня нет, точно. Да, они нет, это понятно, потому что они все разные. Но вот вы можете, они к вам тянутся. Поэтому вы просто общаетесь с людьми с точки зрения того, что они могут сделать, потому что наблюдайте, люди показывают себя, они о чем-то говорят. Что они говорят, о ком они рассказывают, что они рассказывают, какие интимные подробности они могут рассказать. Если они уж слишком много всего такого личного рассказывают о ком-то, о чем-то, вы понимаете, что с этим человеком не нужно вот это говорить, потому что он эту информацию разболтает. Или вы, например, общаетесь с каким-то человеком, да, общаетесь и видите, как в компании он, например, ничего такого не говорит о вас, ничего там то это знак того, что, то есть наблюдайте за людьми, все реагируют по-разному, все считают, что если он что-то узнал, это надо разболтать всем, вы, например, можете молчать, и человек скажет: о, а вот она вот так-то и так-то, у нее вот так вот, то есть за вас все могут сказать, то есть, естественно, этому человеку лучше не рассказывать что-то такое. Вам просто нужно наблюдать за другими людьми, и в зависимости от того, как они общаются, также общаться с ними. Действительно, вы просто, если вы не хотите, чтобы вы это все знали, не рассказывайте. Или скажите человеку: об этом лучше не говорить. А так можете общаться на любые темы с людьми. Им очень комфортно с вами, они открыты. И они могут, кстати, вам тоже много чего рассказать, потому что они знают, что вы не будете болтать на каждом углу, там рассказывать, что а вот он там, а вот она там, они вот это видят, их тянет к вам, поэтому им комфортно. Вот. Что же вам нужно делать, да? Вам нужно понять, что да, это все тяжело общаться, общение, но нужно. Вы просто должны быть самим собой. Стабильным человеком, таким стабильным, спокойным, у которого все под контролем. Просто делайте выводы. Вы должны наблюдать и делать выводы.
И все, и там уже сами решаете, как общаться с людьми. Но бывает такое, что, например, кто-то неуважительно общается, да, там, в присутствии кого-то, или кто-то на кого-то матом там сказал. То есть, естественно, вы уже сразу думаете, ага, или там парень, например, встречается с девушкой, например, вы встречаетесь с парнем, да, и он там с вами такой весь белый, пушистый, на свидание вас пригласил, и тут вот охранник, например, или там вещи принимает в гардеробе, и он наехал на человека там, да почему тут у вас, ну, типа, голос совсем другой, изменился, то тоже, вы же понимаете, что он такой есть на самом деле, то есть сейчас прилетело кому-то другому, потом прилетит также вам, пока он сдерживается, чтобы показать себя, ну, то есть наблюдайте, вот эти мелочи, они выскакивают, человек не может полностью контролировать себя. Или человек не курит, а тут он начинает курить. Ну, то есть, ну, вот мелочи. Просто наблюдайте за людьми. И в зависимости от этого... Лидик, привет. Лидик, привет. Да, в зависимости от этого выстраивайте свое вот, как-то вот, свое общение с ними. Здесь вам нужно быть стабильным, видите, вы как император, вы наблюдаете, это тяжело, да, это тяжело общаться с людьми, я очень понимаю, это выматывает, но вам нужно быть стабильным. Император, он стабильный, он наблюдает, у него все схвачено, вот он смотрит, он принимает решения самостоятельно, никто не может повлиять на ваше решение, потому что вы наблюдательны, у вас интуиция, вы чувствуете, вы принимаете решения самостоятельно, вот, вы стабильный человек. Да, возможно, был такой опыт, что вас кто-то не поддержал в свое время. Была ситуация, да, кто-то отказал вам в поддержке, кто-то подвел. Но вам нужно обрести внутреннее спокойствие, внутренняя гармония, внутреннее спокойствие, чтобы никто на вас не влиял. Просто исходя из действий человека, вы делаете выводы, и все. И вы решаете, общаться с ним или прекратить общение. Все, молча, без всяких скандалов. У вас здесь спокойная ситуация, вы можете все это делать спокойно, без эмоций. Просто приняли решение, ага, мне неприятно с этим человеком, я не буду с ним общаться, или там. Вы же со всеми людьми общаетесь по-разному, вы даете разную информацию, с кем-то, например, в компании даже. Если все ушли, вы остались наедине с кем-то, да, там все пошли в магазин или куда-то гулять, или там, не знаю, вы там остались пока, да, дома, например, на даче, чтобы присмотреть за этим, шашлыки пожарить или еще что-то. Ну, смотря с каким человеком вы остались. Если вы остались с человеком, с которым вам комфортно, вы можете поболтать о том и сём. Да еще и так, что без остановки, да. А был другой человек, вы будете молчать, вам будет как-то некомфортно, вы как, ну, так, о чем-то, ни о чем, хорошая погода, ну, звезды видно, да. Вот, как бы, ну, вот так вот. На данный момент, как вас воспринимает в целом, сейчас посмотрю. Да, вы вот как наблюдаете, вы все правильно делаете и делаете выводы просто. Со всеми общайтесь по-разному. Вы к каждому человеку можете найти подход. И человек будет доволен. Поэтому к каждому человеку вы можете найти, у вас это есть. Как вас воспринимает окружение ваше? Ваше, я не знаю почему, но ваше окружение воспринимает, что все. Вот она приняла решение, и ее вот с этого не сдвинуть. Не знаю почему. Король мечей. Король мечей, у которого жизнь полна была, много чем была полна, у вас есть определенный опыт, и ваши решения непоколебимы. Вот вас так видят. Если вы приняли решение, то вы основываетесь на своем опыте. У вас были причины принять это решение, сделать так, ваши действия оправданы, потому что у вас была причина сделать так, а не иначе. Вы сами принимаете решения, сами за них отвечаете. Вас нельзя, не знаю, подкупить, нельзя переубедить, нельзя обмануть. То есть вы сами очень умный человек, вас так видят, очень умный человек. Если нужно, то вы не будете смешивать чувства и мысли, потому что вы будете умом
рассуждать, основываясь на прошлом опыте, как лучше сделать. То есть ваши решения не подлежат вообще просто сомнению. Король мечей, да. Король мечей, у которого жизнь была такая вот, и взлеты, и падения, определенный опыт жизненный у вас есть. И поэтому вы очень мудры, вы очень умны. Это с точки зрения, что король мечей, он очень умный и мудрый. Он принимает решения очень правильные, хорошо обдумав. Так что вы очень мудрый человек. Да, и то, что вам нельзя вам наговорить всего такого, и вы уши развесите. Нет, не прокатит с вами такое. Неопытные какие-то фразы, легкие такие, незначительные, которые ни на вас никак не повлияют. То есть вам нельзя заморочить голову, вы очень рассудительный человек. Вот так вот. Не поддаетесь влиянию других. Король мечей, да, и девятка жезлов. Это когда король мечей с очень большим жизненным опытом, который знает, знаете, не надо мне тут рассказывать, я знаю сам. То есть вот, вы такой умный, мудрый человек. Спасибо за ответ, вам спасибо за вопрос. Сейчас посмотрим еще подсказку. Да, подсказку всегда смотрю. Подсказка для Аннет. Не начинайте новое. Вот на данный момент времени, сейчас какой-то период, не нужно начинать что-то новое. Вот как есть, так и есть. То, что у вас сейчас происходит, пока новое не нужно начинать. Возможно, нужно подготовиться к этому, больше информации, но вот на данный момент, может, на следующей неделе что-то изменится, но пока подсказка: не начинайте новое. Вот, Анна, так что вы очень интересный человек, поэтому с вами хочется общаться. И еще одну другой колоде давайте. Я могу на всех посмотреть, на всех колодах. Сегодня 5 колод. Я вообще могу на 5 колодах, кому нужно, я могу посмотреть на 5 колодах подсказки. Вот, так что народу немного у нас на посиделочках. Можем гульнуть. Посмотрим на всех. Мне на всех. Так, для Аннет. Подсказка для Аннет. Освободите проблему от эмоций. Останется просто ситуация. И вот это как раз для короля мечей. Без эмоций, чтобы, видите? Освободите проблему от эмоций. Останется просто ситуация. Это просто ситуация, которую нужно просто решить. Все, тут не нужно переживать, не эмоционировать, ничего. Просто нужно понять, как это решить. Вот, все. Ага, точно. Точно. Так. Для Аннет подсказка. Ищите знаки и подсказки вокруг себя. Это вы знаете. Вы наблюдательный человек. Ищите знаки и подсказки вокруг себя. Видите? Это так, что люди сами о себе говорят. Как люди отзываются от других, например. Категоричные есть некоторые высказывания, бывает. Для Аннет подсказка. Прости обиды. Никаких сожалений, стыда или чувства вины. Прости обиды, пусть все это побыстрее уйдет из твоей жизни. Вот такая подсказка. Самое главное, мне кажется, это то, что пусть это побыстрее уйдет из твоей жизни. То есть пусть вообще все плохое уходит быстрее и освобождает место для хорошего. Да, мы можем обидами держать себя в прошлом и не давать идти в будущее. Новые возможности могут не прийти. Для Аннет послание из будущего. Ой, ты на пороге нового этапа своей жизни. В самое ближайшее время тебя ждут колоссальные изменения в лучшую сторону. Смотрите, в лучшую сторону. Даже если, может быть, сейчас тяжело,
какие-то изменения происходят. Потому что когда изменения, всегда тяжело. Ну, так кажется, что тяжело. Какие-то трудности, да? Все изменения в лучшую сторону. Здесь самое главное, что изменения в лучшую сторону. Вот. Кому нужны подсказки, так что пишите подсказка. Пока еще я в эфире, пока еще мы с вами тут. Вы видите, я почти проснулась уже. Вначале я была сонная. Благодарю за прекрасные ответы, помогли мне. Аннет, удачи вам. Спасибо, что приходите на посиделочки, на эфирчики. Вот. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. Я дам подсказку. У нас сегодня 5 колод, можно на всех, на 5 смотреть. Свечка горит, так что все хорошо. Свечка горит. Я проснулась, да. Была сонная. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Если на всех, пишите, что на всех, на 5 колодах, чтобы я на 5 посмотрела. Вот. Посмотрела сейчас, больше вопросиков там нету за донатики. Вопросы за донатики, 150 рублей донатик. Вот. Ну что, кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Я дам подсказку. Если подсказки больше никому не нужны, тогда мы с вами будем прощаться до следующей субботы. Не окончательно, наверное, проснулась. Наверное, кофейку надо попить. Ну, поспала хорошо. Блин, я не знаю, что сделать. У меня все время шатается стол, потому что у меня ноутбук стоит на столе. Я все время облокачиваюсь, и он так вот джжж. Подсказки, подсказки, подсказки. Кому нужны подсказки, пишите подсказка, и будет вам подсказка. О, Елена, подсказка. У нас 5 колод, если что. Елена Максимова, у нас 5 колод. Если хотите, можно на 5 посмотреть. Но только вам нужно об этом написать, если на 5 хотите. И кто у нас в эфирчике, ставьте лайки, пожалуйста. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Если вы подпишетесь на канал и нажмете на колокольчик, потому что наши прямые эфиры плавающие. Они могут быть в субботу в 17:30, 18, 18:30. Я говорю, я вот сегодня уснула просто и бегом успела. То есть, вот. Так что, чтобы успевать на эфирчики, нажимайте на колокольчик. Пока по субботам эфиры. Для Елены Максимовой подсказка. Оставьте новые дела на потом. Елена Максимова, вам подсказка. Оставьте новые дела на потом. Видимо, нужно закончить старое, да, новое уж потом. Потом, когда со старым разберетесь, там разгребете все, там все сделано, и новое можно будет приступать. На всех. Сейчас на всех посмотрим. Просто людей мало заходит, да, вот как бы, я думаю, на всех посмотреть было бы удобно. Они дополняют друг друга, бывает. Так, смотрим. Для Елены подсказку на маленькой колоде. Пришло время добрых дел. Помните, добро возвращается от того, от кого не ждешь. Вот такая подсказка. Так что делайте добрые дела. Можете лайк поставить. Я могу подсказать доброе дело одно. Вот поставить лайк, если хотите. Если не хотите, то не надо. Можете что-то свое придумать. Это я просто предложение. Для Елены подсказка. Не пытайтесь понравиться всем. Смотрите. Подсказка Вселенной вам. Не пытайтесь понравиться всем.
Понравиться всем невозможно. Это нормально, если кому-то вы можете не понравиться. Не пытайтесь понравиться всем. Девочка с шариком. Так, смотрим. Елена. Подсказка для Елены. Вот на этой колоде девочка с шариком. Вот, здесь подсказка. Действуй. Чего ты ждешь? Сделай это. Лучше стыдно, чем никогда. Если тебе нужен какой-то знак от Вселенной, то это он и есть. Смотрите, я не знаю, что это, что это за тема, чего это касается, но вам видней, вы должны знать. Вот. Лучше стыдно, чем никогда, наверное, поймете, о чем это, не знаю. Но, в общем, знак Вселенной, вот он. Вот он вам знак, действуйте. Не знаю, чего это касается. Ой, 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 ой. Упали 2 карты. Так, 2 карты упали. Сами себе противоречат, поэтому вряд ли вам подойдут. Потому что одна говорит, ты на верном пути, а другая говорит, ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Видите, возможно, вы выбираете какой-то путь. Сейчас это выпали просто. Я не знаю, чего это касается. Может, не этого вопроса, что-то другое. Я сейчас вытяну вам одну. Растрепались. Для Елены. Послание из будущего. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Видите, мышка, Мишка держит табличку Help. То есть вы можете попросить о помощи. И вот те 2 карты, может быть, вы стоите перед выбором. Принять решение, нужно как действовать, по какой дороге пойти. Ну, вы правильное решение примете. И если вам нужна помощь в принятии, кстати, решения, вы можете кого-то попросить о помощи, чтобы не сомневаться и принять правильное решение. Но если сложить все вот эти карты, которые выпали, то получается где-то так. Вот. Так что, кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Будем смотреть. У меня сегодня эфир зевания просто. Кто там тоже зевает у вас? Почему-то хочется спать. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Если хотите задать вопрос, то там за донатик 150 рублей, можно задать 1 вопрос, если пройти по ссылке. Только если это хотите сделать, то лучше написать в комментариях, потому что простите, это когда люди, кстати, зевают в вашем окружении, если люди зевают, это не значит, что им скучно. Это значит, что им комфортно рядом с вами. И они могут себе позволить быть самими собой. Так что не переживайте насчет этого. Ой. Можете перемотать на начало видео. Там, кстати, есть 10 посланий из будущего. Вы можете выбрать себе одно или несколько посланий. Потом там у нас есть общий расклад, чтобы неделя была следующая классная, что нужно делать, что не нужно делать. Вот. И кто хочет подсказку, пишите подсказка. Можно на всех 5 колодах. У нас 5 колод. Посмотрим подсказки. Если все подсказки получили, тогда мы сейчас будем заканчивать эфир. Эфиры у нас проходят по субботам в 17:30, 18:30, вот так вот. Но 18:30 вообще, по идее, это... Но они у нас плавающие, поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить, чтобы вам уведомление пришло, что эфирчик начался. Тогда вы сможете попросить подсказки. Подсказки у нас всегда бесплатные. Вопросы у нас за донатики. Вот 1 вопрос, 150 рублей, там донатик. Только во время прямого эфира. Вот. Сегодня достала своего котенка.
Где у меня тут кнопочка? Все, совсем забыла. Вот так вот, давно не включала. Смотрите. Так, на волосах должно быть видно. Вот видите? Холодный пар. Освежитель воздуха. А еще может разными цветами гореть. Но еще он может, смотрите. А сейчас опять бац. Выключился. Сейчас опять включится. А еще можно включить вот так вот. Так, ты у меня включишься? Вот, смотрите. Отсвечивает. Ну, в общем, разными цветами. Так, ну вот так вот тебе надо. Разными цветами. Блин, не видно. Розовый. Меняет, в общем, цвет. Прикольный. Прикольный котенок. Мне нравится. Он может менять цвета и пускать дым. Можно еще... Это уже 4-я функция получается. Я люблю просто, когда он пускает дым. Он может быть одним цветом, может быть несколькими цветами. Если что, я жду, когда вы напишете это, как бы подсказка. Поэтому я вам показываю котенка. А то я сейчас опять уйду, а потом кто-то не получит подсказку. Алена, здравствуйте. Почему Евгений... у нас вопросы за донатики, я говорила. Я могу посмотреть только подсказку вам. Вопросы у нас за донатики. Донатики у нас 150 рублей. Если пройдете по ссылке закрепленной, там можно задать вопрос. Во время эфира у нас 150 рублей вопросик. Так что так. Но если нужна подсказка, просто напишите подсказка. И я вам на этой колоде дам подсказку. Вот. Так что так. Ой, простите. Видите, мне с вами как комфортно. Я даже зеваю. Но я не могу ничего сделать. Мне просто... В общем, я жду, пишите подсказка, и я дам вам подсказку. Вот на этой колоде вытащим карту. Вообще у нас 5 колод. Максим, привет, Максим, привет. Привет, Максим. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. У нас 5 колод. 5 колод могу дать прямо на 5 сразу. Только напишите, что подсказка на 5 колодах. Если на одной подсказка, то просто пишите подсказка, и будет подсказка на одной колоде. Простите, я сейчас вас спать уложу. Сама, в общем, я недавно только проснулась, поэтому я до сих пор зеваю. Поэтому прошу прощения. Проснулась, посмотрела на время, побежала включать эфир, потому что уже время пришло. Время пришло, в гости отправиться. На посиделку к нам, да? Видите, у меня цвет волос другой, кстати. Кто не видел. Вот. Ну что, кому нужны подсказки? Я уже всем подсказки раздала. Кто хотел. Больше никому не нужны. У нас эфир уже идет час, да, идет эфир. В общем, смотрите. Если никому подсказки больше не нужны, вопросов больше нету. Личные вопросы за донатики. Я уже говорила, донатики у нас сверху ссылка, там 150 рублей донатик. Как у вас там лето, жара началась? У нас жарко сегодня. Можно я позеваю? Вопросов нет?
Матросов, нет вопросов. Надеюсь, у вас все хорошо. Ну, я думаю, достаточно ждала, да, что вы напишите слово «подсказка». В общем, кто хочет, есть послание из будущего в начале эфира, там 10 посланий, вы можете выбрать это общий расклад, какое-то себе послание. Есть общий расклад, если перемотаете вперед, там, чтобы неделя была хорошая, что нужно делать, что не нужно делать, подсказочки вам. Ну и тогда будем с вами прощаться до субботы, до следующей. Раз больше подсказки никому не нужны. В следующую субботу будет эфирчик. Так что давайте до следующей субботы тогда. А это я тут мешаю, думаю, вдруг кто-то подсказку попросит. Я думаю, уже попросили бы. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы эфиры не пропустить, так как у нас плавающее время. Вот, сегодня проснулся сразу на эфир, но могла ведь и опоздать. Вот. Желаю вам классного лета. Хорошо отдохните, наберитесь сил, кушайте много вкусняшек, абрикосы такие вкусные, кстати, мы вот, правда, мало взяли. В общем, кушайте вкусные фрукты, овощи, будьте здоровы и приходите на эфирчики, на посиделочки ко мне. Вот, все, всем пока, желаю, чтобы у вас все было хорошо.